Я посмотрел, да, мы с вами посмотрели, качество сигнала достаточно хорошее. Естественно, помехи какие-то будут, и тем более сейчас при движении. И мы можем сейчас начать запись всех тренировок одновременно. Вначале записывается 30 секунд ЭКГ в покое. Это нужно для того, чтобы иметь образец для сравнения. Как и при нагрузочном тесте, при реабилитации, мы не можем сравнивать ЭКГ во время нагрузки с ЭКГ, например, в положении лежа. Это некорректно, потому что меняется электрическая ось, меняется форма кардиокомплексов при смене положения тела. Поэтому мы должны записать электрокардиограмму, собственно, в том положении, в котором мы будем потом проводить тренировку. Вот сейчас программа сигнализирует, что пошел этап разминки. Я прошу наших пациентов начать крутить педали с частотой оборотов около 60 в минуту. То есть 60-65. По дружному шуму понятно, что велоэргометры заработали. Мы видим, что у этого пациента сигнал немножечко гуляет. Можно проверить. Да, фильтры включены. Но сейчас он разогреется. Как правило, сигнал становится более качественным, когда пациент немножечко вспотеет. Видите, мы получаем предупреждение. Значимое смещение СТ-сегмента. Я смотрю визуально, я никакого смещения не вижу. Это результат того, что все-таки есть помехи. То есть все равно участие человека неизбежно. То есть мы должны смотреть и проверять. Но программа нас предупреждает, и мы можем отреагировать на это предупреждение, просто игнорируя данное сообщение. У нас вот этот пациент будет тренироваться в режиме фиксированной нагрузки. Второй пациент, реабилитируемый номер 2, перейдем к нему, он у нас будет тренироваться в режиме нагрузки, подобранной по частоте сердечных сокращений. И здесь, смотрите, пока идет разминка, нагрузка еще очень маленькая, да, то есть это фактически отсутствует. Почему? Потому что пока еще частота сердечных сокращений текущая, вот она 100 ударов в минуту, она соответствует той, которая запланирована по плану тренировки. То есть пока еще нагрузки, собственно, и не нужно. Сейчас пациент у меня работает на холостых оборотах. Вернемся к реабилитируемому номер 1. Как проверить, почему программа, например, реагирует, да, показывает это смещение СТ-сегмента? Кроме нативной ЭКГ, у нас еще можно посмотреть усредненные комплексы. Но это я вижу, да, к сожалению, из-за помех при усреднении кардиокомплексов получаются вот такие артефакты, и программа на них реагирует. Это абсолютно рабочий момент. Да, мы вам не показываем идеальную картинку, сгенерированную нейросетью. Это жизнь. Вот такая реальность электрокардиограмма может быть при реальной тренировке. Просто нужно смотреть глазками, и вполне себе можно отдифференцировать реальное смещение СТ-сегмента от смещения, обусловленного колебаниями изоления. В конце концов, если у вас возникают сомнения в том, а нет ли действительно тут смещения СТ-сегмента, всегда можно поступить для велоэргометра очень просто. Попросить пациента остановиться, не крутить педали какое-то время. Тогда электрокардиограмма выйдет, ну, скажем, колебания изоления прекратятся, электрокардиограмма будет более приличного качества, и мы можем убедиться, что на самом деле ничего страшного с пациентом не происходит. Вот можем... Ильин Сергей, остановитесь на секунду, не крутите педали. Вот я попросил его не крутить педали. Как видим, никакого смещения СТ-сегмента не происходит. На ЭКГ. Продолжаем. Вот. Так что это все делается просто и доступно. Как видим, нагрузка вышла на запланированный уровень, и он сейчас будет у нас эту нагрузку выполнять. Теперь реабилитируемый номер 2, у которого нагрузка подбирается автоматически. Мы видим, что пульс пока сейчас у него ниже, чем запланирован.
и программа постепенно ему увеличивает, видите, вот уже 15 Вт. То есть программа постепенно накидывает ему нагрузку для того, чтобы пульс вывести на желаемый уровень. Ну, сколько для этого требуется времени, зависит, конечно, от пациента, да, потому что у некоторых пациентов от соотношения исходной ЧСС и той ЧСС, которую мы задали. Например, какие-то пациенты очень выраженно реагируют на нагрузку. Не забываем так, что у нас пациенты не часто, практически все получают бета-адреноблокаторы. Соответственно, у них может быть просто ЧСС не расти до того уровня, который мы установили по программе. И вот, к примеру, что делать? Ну, вот сейчас нагрузка еще небольшая, да, постепенно ЧСС растет, но представим, что да, у нас там программа увеличивает нагрузку, ЧСС все равно не растет. Что мы можем сделать? Мы можем откорректировать нагрузку непосредственно в процессе тренировки. Для этого я не переключаюсь в ручной режим, я смещаю вот эту установку шаблона. То есть была установка на 114 ударов в минуту, сейчас установка на 108 ударов в минуту. И сейчас программа поведет уже все равно автоматически, то есть не произойдет перехода в какой-то ручной режим, программа автоматически поведет пациента уже к частоте 108 ударов в минуту. Ну, при абсолютном значении нагрузки тут все проще, просто велоэргометру задается определенная нагрузка. И здесь также мы можем внести коррективы. Причем, смотрите, мы можем ввести коррективы разным способом. Мы можем также временно уменьшить или увеличить нагрузку по шаблону. А можем поступить достаточно радикально. Я могу перейти в ручной режим, то есть когда программа не будет подчиняться шаблону тренировки, а будет работать уже по моему конкретному заданию. И здесь есть возможность контроля по, например, проценту ЧСС или по ЧСС. То есть я хочу, вот сейчас у меня пациент тренируется, у него ЧСС 97 ударов в минуту. И я считаю, что это ЧСС хороший, да, то есть где-то около 100 ударов в минуту. Но я понимаю, что если он будет тренироваться на той же самой нагрузке, то, скорее всего, из-за утомления постепенно ЧСС у него может начать расти. А я этого не хочу. Поэтому я могу перейти на нагрузку под контролем ЧСС, автоматически выставляется текущее значение, сейчас 94, и теперь программа уже будет автоматически отслеживать и автоматически корректировать нагрузку для того, чтобы достичь нужной ЧСС. Я могу даже, например, снизить, я могу сказать, введи меня, пожалуйста, к ЧСС 90. И сейчас программа будет уже снижать немножечко нагрузку, чтобы пациент пошел к частоте 90.